Всем привет, меня зовут Шура, и в этом видео мы с вами научимся вязать вот такую вот корзинку. В преддверии Хэллоуина очень актуальная тема оказывается. Вот такая вот корзинка у нас будет с вами. Вот так вот она выглядит у нас. Никаких швов, ничего не видно. Красиво, аккуратно внутри. Вот он, кстати, наш шовчик. И вот он с этой стороны. Видите? Никакой разницы. Дальше у нас крышечка. Научимся вязать саму крышечку, хвостик, усики и листики. Давайте расскажу про материалы. Вязала я ее из шнура карамель. Цвет мандарин. Длина у нее идет 75 метров на 5 миллиметров. Получается, у меня был вот такой моток и небольшой остаток. 1,5 мотка. Примерно, знаете, около 100 метров у меня ушло, чтобы вы примерно понимали, если вы возьмете любой другой шнур 5 миллиметров и метраж у него будет 100 метров, то вам хватит одного мотка. И вот такой вот у меня был шнур 4 миллиметра или даже 3, ну не знаю, в общем он такой очень тонкий. Это идет у меня Тиффани, по-моему, цвет хвоя, если я не ошибаюсь. Вот такой вот. Взяла я его для того, чтобы он был тонкий, посмотрите. Вот такой вот он тонкий. И сам карамель получается 5 миллиметров. И вот такая вот разница. Еще если его вытянуть, он вообще тоненький становится. И это очень удобно для вязания листиков наших и усиков. Еще нам понадобится два размера крючка, 4 миллиметра и 6 миллиметров. Иголка для сшивания наших деталей. Итак, смотрите, 6 миллиметров у нас идет для основного полотна, для самой корзинки и для крышечки. И 4 миллиметра мы будем прятать наши ниточки и вязать вот эти вот наши детали, листики, усики и вот этот вот хвостик нашей тыковки. Ну, не буду отнимать у вас много времени. Видео и так получилось достаточно длинным, поэтому разделила я его на две части. В первой части мы свяжем с вами основное полотно, то есть саму корзинку, и во второй части мы будем вязать крышечку и все остальные детали. Ссылки на оба видео я оставлю в описаниях, выложу я их одновременно, так что не переживайте, ждать не придется. И если вам будет интересно, если вам понравится, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И пошли вязать! Давайте начнем с набора воздушных петелек. Для этого берем рабочую нить и формируем первую петельку. Для этого мы накладываем ее вот таким вот образом. Вот так вот, видите? Придерживаем ее пальчиком, вставляем крючок, захватываем рабочую нить и первая петелька наша готова. Вот эту петельку мы не затягиваем, она у нас будет считаться как первая. Мы берем крючок и вставим его вот так вот, чтобы дальше у нас все петли шли ровно. Вторая петелька, вот видите, первая, и вот она вторая. Третья, четвертая, пятая. Старайтесь потуже вязать вот эту цепочку из воздушных петель, и таким образом нам нужно с вами набрать 20 воздушных петелек. 5 у нас уже есть, еще 15. И последняя 20-я петелька. Вот такая вот цепочка у нас с вами должна получиться. Посчитайте, чтобы не запутаться, 20 воздушных петелек, где вот это вот наша первая, а вот это последняя. Далее делаем одну воздушную петлю подъема и будем вязать вот в эту петельку. Эту пропускаем петлю подъема, вяжем во вторую петлю от крючка, вставляем крючок и делаем соединительный столбик. Вот так. Далее вставляем крючок и провязываем еще один соединительный столбик. Вот что у нас с вами должно было получиться. В следующую петельку мы вяжем один столбик без накида. Вот так. В следующие две петельки мы вяжем 2 полустолбика. Для этого делаем накид,
Вставляем крючок в следующую петельку, захватываем рабочую нить, и у нас 3 петли на крючке. Провязываем их все вместе. Вот так вот выглядит полустолбик. Снова делаем накид, вставляем в следующую петельку, захватываем рабочую нить, 3 петли на крючке и провязываем их все вместе. Вот у нас 2 полустолбика. Далее нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Делаем накид, вставляем крючок, и в столбике с накидом мы провязываем сначала первые 2 петельки и оставшиеся 2 петельки. Вот так вот получается у нас столбики с одним накидом. Снова накид, следующая петелька, провязываем первые 2 и оставшиеся 2 петли на крючке. Вот мы провязали второй столбик, осталось еще 10. Одиннадцатый и последний 12 столбик. Первые 2 и вторые 2 петли. У нас с вами должно остаться 3 вот такие воздушные петельки. Первая, вторая и первая наборная, которая вот она, третья. Вот в эти 2 мы провязываем 2 полустолбика. Три вместе. Накид. 3 вместе. И вот в эту последнюю петельку мы с вами провяжем 1 столбик без накида. Так вот. Вот как выглядит наш первый ряд. Переходим к вязанию следующего ряда. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание именно в эту сторону. И вязать мы будем с вами теперь рельефные столбики. Как мы это будем делать, сейчас покажу. Вот от петельки подъема наша перемычка. Вставляем крючок вот сюда, под нее. Вот так. Вот как это выглядит с обратной стороны. Теперь у нас с вами есть, вот они, вершины наших столбиков. Нам нужно вставить крючок со стороны изнанки под, вот видите, вот она вершина, под вершину нашего столбика. Вот таким вот образом. Захватываем и провязываем столбик без накида. Вот как это выглядит. Далее, вот откуда выходит наша ниточка, мы вставляем крючок и выходим под вершиной следующего столбика. Провязываем теперь 2 полустолбика. Накид не сделала. И 3 вместе. Первый полустолбик, накид, вот видите, откуда вышла наша ниточка, вставляем крючок и выходим под вершиной следующего столбика. Вытянули и провязали 3 вместе. То есть мы над каждым столбиком вяжем точно такой же столбик, как вязали в первом ряду. То есть у нас вот здесь последний столбик был столбик без накида, здесь мы провязали столбик без накида. 2 полустолбика, 2 полустолбика. А теперь у нас осталось 12 столбиков с одним накидом. Делаем накид, вставляем крючок, вытягиваем первые 2 петли и оставшиеся 2 петли. Первый столбик с накидом. Далее вставляем крючок, захватываем рабочую нить, провязываем первые 2 петли и оставшиеся 2 петли на крючке. Вот у нас уже с вами 2 столбика с одним накидом, осталось еще 10.
11 и последний 12 столбик. Первые 2 и оставшиеся 2. Далее у нас идет 2 полустолбика, 1 столбик без накида и 2 соединительные петельки. Вяжем 2 полустолбика, 3 вместе, накид, вставляем, 3 вместе. Следующий у нас столбик без накида, провязали. И вот у нас осталось последние 2 петельки, 2 соединительных столбика. Провязывать мы будем только один столбик мы оставим, и провязывать мы будем не рельефным, а вот сюда под вершину. То есть вот он, наш следующий столбик, мы провязываем под вершину соединительный столбик, вот так вот. И давайте покажу. Вот одна сторона, и вот для чего мы вязали с вами рельефные столбики, чтобы у нас вот тут осталась такая красивая косичка. И она, кстати, сделает нашу корзинку намного устойчивее. Вяжем следующий ряд, делаем одну петлю подъема, разворачиваем вязание, и вот эту петельку мы пропускаем, вяжем вот в эту соединительный столбик. То есть у нас вот здесь был соединительный столбик внизу, вяжем сюда под вершину, вот так, соединительный столбик, протягиваем. А далее продолжаем вязать вот сюда. Вот получается, петельку вставляем крючок туда, откуда наша ниточка вышла, и продеваем его вот сюда, под нашу вершину следующего столбика, вот так, как и в предыдущем ряду. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем первый столбик без накида. Далее у нас идут 2 полустолбика, захватываем рабочую нить, вставляем крючок вот туда, откуда вышла наша ниточка, и выходим под следующей вершиной. Захватываем рабочую нить и провязываем 3 вместе, полустолбик, снова накид, откуда вышла наша ниточка, и под следующую вершину. Захватываем нить и еще один полустолбик. Дальше у нас идут 12 столбиков с одним накидом. Вставляем крючок, вытягиваем нить и провязываем сначала первые 2 и оставшиеся 2 петли на крючке. Вот так вот. Первый столбик, и 12 столбик. У нас осталось последние 3 столбика, 2 полустолбика, и вот в последнюю петельку мы вяжем столбик с одним без накида. Делаем накид, вставляем крючок и провязываем полустолбик. Первый, накид, вставляем, и второй. И вот она наша, видите, вершина последнего столбика. В нее мы вяжем вот так вот, видите, вставляем крючок под вершину, вяжем столбик без накида. Третий ряд готов. Переходим к вязанию 4-го ряда, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся. И как во втором ряду мы с вами будем вязать вот сюда, вот в эту перемычку нашей воздушной петли подъема. Вставляем крючок и
заходим под вершину нашего столбика, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Вот так. Дальше у нас идут 2 полустолбика, накид. Вот видите, откуда выходит наша ниточка. Вставляем крючок и выходим под следующей вершиной. Вытянули и провязали 3 вместе. Снова накид, вставляем крючок и вытягиваем нить. Провязываем еще 1 полустолбик. Вот так. Дальше у нас идет 12 столбиков с одним накидом. Раз, два. Далее у нас идет 2 полустолбика. Первый полустолбик. Второй полустолбик. Столбик с одним накидом. И вот она, наша лесенка. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля, которую мы не довязали. Вяжем за вершину, вот сюда. Захватываем нить и провязываем первый соединительный столбик. Далее, вот смотрите, вот она, наша перемычка такая есть. Вставляем крючок под нее. Вот так. И вот она, вершина нашего последнего столбика. Да, что такое, не помещается. Вот так. Захватываем нить и протягиваем через все петельки на крючке. Сделали последний соединительный столбик. Вот мы довязали с вами 4-й ряд. А с обратной стороны у нас уже 2 косички. Вот таким образом нам нужно провязать. Вот у нас первая долька. Видите, чтобы соединение в конце 4-го ряда было в одном месте. Вот таких долек нам нужно провязать 6 штук. То есть смотрите. Вот так примерно будет выглядеть наша корзинка. И от количества вот этих долек будет зависеть диаметр нашей корзинки. То есть если вы хотите широкую корзинку, то есть вы провязываете тогда не 6, допустим, а 7 долек. Если вы хотите наоборот поуже корзинку, то провязываем не 6, а 5 долек. То есть смотрим на глаз. Примерно приставили, по диаметру вам нравится, значит хватит. В общем, довязала я до нужного момента мне. У меня получилось не 6 долек, а 6,5. То есть я от 7-й дольки добавила только 2 ряда. Получается 1-й ряд и 2-й ряд, в котором мы, смотрите, не довязываем. Вот она, один соединительный столбик. Вот как я и говорила вам до этого, получается, вяжем на глаз. Сколько нам нравится диаметр, столько мы и вяжем. Мы можем провязать еще полдольки и сделать 7 долек, получается, либо больше. И вот, соответственно, смотрите, чем больше долек мы вяжем, тем шире наша корзинка получается. Мне этого достаточно. И теперь мы закончили ряд вот так. И я разворачиваюсь вот в эту петельку, куда я не довязала
соединительный столбик, вставляю крючок и вытягиваю нить. Вот так вот с этой стороны. Немножко подтянем ее, чтобы она не сильно торчала. Убираю крючок и вставляю его. Вот смотрите. Вот он, наш самый первый ряд и наши воздушные петельки. Вот они. Будем вязать за них. Вставляю крючок вот таким вот образом. Захватываю мою петельку и вытягиваю ее на эту сторону. Вот так. Далее мы будем вязать с вами соединительными столбиками до конца. Берем рабочую нить, убираем ее вот сюда, чтобы она нам не мешалась. Находим следующую петлю. Вот она, следующая петля нашей косички из воздушных петель. И столбик. Вот он, наш соединительный столбик, на котором мы закончили ряд. Вставляем крючок вот так за обе стенки. И вязать мы дальше будем за обе стенки наших вершин. Захватываю рабочую нить и вытягиваю соединительный столбик. Далее вставляю крючок в следующую петельку из наших воздушных петелек и в следующую вершину нашего столбика последнего ряда. Вот видно? Вытянула и провязала соединительный столбик. Далее следующее и здесь. И провязала соединительный столбик. Ниточку подтягиваем обязательно. И таким образом мы с вами будем вязать до конца нашей корзинки. Подошли мы с вами к концу, и у нас осталось последние 3 петельки. Довязываем их до нашего краешка. И вот она, последняя наша петелька, которую мы набирали самой первой. Вставляем крючок, и вот она, наша вершина самого первого столбика предпоследнего ряда. И вставляем крючок под нее. Захватываем рабочую нить и вытягиваем, провязываем соединительный столбик. И теперь обрезаем нашу нить и вытягиваем. Вот они, наши хвостики остались. Теперь нам нужно, вот чтобы вот здесь не было вот этой вот некрасивой ступеньки. Вот она, видите, получается такая некрасивая ступенька. Нам нужно вот сюда с вами. Вот она, наша последняя петелька, которую мы вязали. Вот сюда в серединку мы вставляем крючок, захватываем нашу вот эту вот петельку, которую мы вытянули, и вытягиваем на обратную сторону. Вот так. Вот мы соединили. И теперь вот эти вот кончики можно вот связать. Так вот, в узелок. А ниточку спрятать вязанием. Примерно вот так. Сейчас возьму крючок поменьше. Примерно вот так. Раз. Следующую. 2. Еще. Захватываем. 3. И так далее. То есть прячем в нашу косичку. Теперь разворачиваем нашу корзинку донышком к нам. Нам понадобится небольшой вот такой отрезок нити, где-то сантиметров 30. Я вот себе отрезала уже и подпалила. Давайте начнем сшивать с того момента, вот где наша вот эта толстая косичка, где мы заканчивали ряд. Мы находим вот эту вот косичку и вставляем нить вот сюда. Вытягиваем. Хвостик небольшой оставляем. Дальше
Вязать мы будем с вами связывать, стягивать нашу косичку за вот эти вот петельки. Вот они, видите? Вот они. Вот, вот, вот. То есть через одну, где мы петельку, столбик соединительный не довязывали, мы ее не трогаем. А где мы довязывали все два соединительных столбика, вот сюда мы будем с вами сшивать наше дно. Вот в эти вот петельки. Вот так вот вставляем, подтягиваем, далее вставляем вот в эту петельку и подтягиваем. Вот они, видите, их в принципе видно, они тут торчком стоят, наши соединительные петельки. Вот они, посмотрите, продолжение наших рядов, продолжение нашей косички. Вставляем сюда. Дальше вот она, следующая. Еще одна. И вот она, последняя. Вот так сделаем, чтобы она растянулась с обоих сторон. Ну а теперь иголка нам больше не нужна. Мы просто стягиваем наше вязание. Вот, видите? И наши косички пошли до конца. Завязываем узелок. И насколько есть сил затягиваем. Завязываем еще один узелок на всякий случай. И вот так в какую-нибудь из косичек мы с вами спрячем. Это изнанка нашей корзинки. Теперь давайте мы ее вывернем, чтобы мы не запутались. Вот эта толстая, она будет внутри, и тогда наша корзинка будет красивая. Давайте вывернем ее наружу. Вот наше дно, видите, ровно все стянули. И давайте мы ей форму придадим ручную. Вот так выглядит наша корзинка. Вот такая вот она получается. Вот это вот ряд, который мы закрывали, вот он внутри, видите. И если все правильно согнуть, ровно, аккуратно, незаметно, все наши соединения остались внутри на изнанке.